Доброго времени суток, дорогие наши зрители! Сегодня мы хотим поговорить с вами о такой важной части нашего опорно-двигательного аппарата, как стопа. Стопа – это уникальное создание. Стопа как сетчатка глаза, как отпечатки пальцев. Нет одинаковой пары стоп. Уникальность в том, что стопа человека и только человека имеет арочное строение. И она выполняет функцию опоры, она выполняет функцию амортизатора при ходьбе, при беге. Стопа – это как фундамент здания. И если происходит деформация фундамента, происходит деформация всего здания и даже крыши. Врачи говорят, что стопа привязана к затылку. Это значит, что все части нашего тела последовательно взаимосвязаны между собой. И деформация какой-то одной части тела, либо повреждение, обязательно влечет за собой деформацию остальных частей. Именно на стопы приходится большая часть нагрузки при ходьбе, при беге. И даже когда мы просто стоим, им приходится держать вес всего тела. Прибавьте ко всему этому не всегда удобную обувь, переохлаждение или, напротив, слишком сильное утепление, и вы поймете, что ножкам приходится несладко. Не косолапим ножки, высоко пальчики поднимаем, Настенька. Шире кружок делай. Еще шире кружок, Настя. Давай. Кости стопы начинают окостеневать сразу после рождения ребенка. Но заканчивается этот процесс только к 12 годам, а полностью стопа окостеневает к 14-15 годам. Но ее рост еще продолжается. Хорошо, попробовали вовнутрь немножко и внешнюю. Да, и мы чередуем носочки, пяточки, внешние, внутренние. Сторона стопы, да, еще. Вот, пробуем. Молодцы. Хорошо. Следующее наше замечательное упражнение – это упражнение либо на лесенке, либо вот как у нас в нашем варианте, это шведская стенка. Мы начинаем с разогрева ахиллова сухожилия, которое у нас крепится к основанию пяточки. Приготовились и потопали. Пяточками носочки подняли пальчики, да, а пяточками мы мягенько топаем, без особых усилий вдавливания, легонечко топаем. Настя, чуть-чуть ножки вперед. Во, еще на себя пальчики. Топаем. Хорошо, молодцы. Следующее у нас упражнение. Мы берем ножку свою, кладем ее на бедро, на коленочко можно, да. Держим ее и свободной рукой, костяшками пальчиков стучим по пяточной косточке. Прям по пяточке, Настя. Да, легонечко по пяточке вот здесь, по пяточке, София. Вот сюда. Простукиваем. Еще. Пяточку саму. Держи ножку. Вот, Настя, не напрягай ножку. По пяточке. Расслабь ножку, Настя. Вот. Поменяли ножку. Другую также. Еще. Держим. Настенька, другая рука. Вот, стучим по пяточке. Вот, хорошо. Дальше. Похлопали по подошве, да, ладошками. Хлопаем, мягенько, прям, я не слышу. Шлепаем, всю ножку, всю подошву, всю стопу, да, еще. И до пяточки обязательно. Меняем ножку и прохлопаем ту тоже. Молодцы. Еще раз постучали пяточками. И еще раз постучали пяточками. Да, слышать должна ваш стук. Молодцы. Это можно делать дома в любом
в любой ситуации, где вы сидите, читаете, смотрите телевизор. Это можно делать в спокойной обстановке дома. Дальше мы берем ножку и свободненько ее раскручиваем. Угу. Еще в одну сторону, обе ножки. Да, мы сразу крутим обе ножки. Хорошо, расслабь стопу. И в другую сторону, к себе и от себя. По 8 раз. И еще до конца. Широко, Софи, еще раскрываем. Вот. Поднимаем вперед немножко ножки. Расслабленная ножка у нас, расслабленная. Хорошо. Еще постучали. Пяточками еще раз постучали. Хорошо. Теперь ножки вместе держим. Поднимаем обе ножки. Раз. Опустили. 2. Выше пяточку, Дарина. Выше. Раз. Сильнее. Еще вперед. И расслабленную бросили. 2. И подняли еще. Раз. И опустили 2. Настенька выше может поднять пяточки. Раз. 2 ножки. 2. Молодцы. А теперь носочки на себя. Раз. Сильнее, сильнее, сильнее. И опустили. 2. И еще раз подняли. И опустили. 2. Молодцы. Теперь снова постучали. Постучали, постучали, постучали. Хорошо, молодцы. Теперь снова костяшками массажик сделали. И мы массируем больше вот свод стопы, где у нас такая ямочка. Еще костяшечками. Давай вперед и назад, и к себе тоже. Хорошо, молодцы. Похлопали по стопе. Вот. И другую ножку тоже. Поменяли. Еще давим костяшечками. Да-да-да. Угу. Молодцы. И похлопали. Хлопаем всю ножку, да, всю стопу. Сильнее, 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 сильнее. Расслабленная ручка, расслабленная. Молодцы. Молодцы. Теперь взяли замок, пальчики. Угу. Пальчики просунули. Вот, замочек такой взяли, да, с ножками. Угу. Давай, Настюш, давай. Вот, взяли пальчики. И сейчас мы легким движением только пальчики стараемся, только верхушку стараемся прокрутить. София, только верхушку, только там, где пальчики. Держим ножку. Настенька, держим, только пальчики, верхушечку стараемся прокрутить. Расслабленная ножка. Да. Еще тихонечко стараемся. Настюш, возьми как можешь кончиками пальчиков. Давай еще. Вот, тихонечко, только верхушечку. Да, другую ножку меняем. Меняем. Угу. Угу. Вот. И крутим легонечко, только пальчики, только пальчики. Угу. Еще. Пальчики, хорошо. Хорошо. Сильно не раскручивай всю стопу, Настюш, только там, где пальчики стараемся. Хорошо. Молодцы. Теперь поменяли ножку, берем еще раз. Другую ножку берем, теперь мы раскручиваем весь голеностоп широко. Держим второй рукой. Нет, вот здесь вот. Держим. Настенька, другой рукой. Вот, София, хорошо. И крутим всю ножку. Всю ножку, Настюш, давай всю ножку крутит. Настенька, вот так прям всю ножку раскручивай. Только обязательно расслабленную ножку. Угу. Молодцы. Еще. Хорошо. И похлопали ножкой. Ножку прохлопали. Сильнее, сильнее шлепаем. Молодцы. Хорошо. Поменяли. Хлопаем. Еще раз хлопаем. А вы ее не крутили? Крутим сначала, широко раскручиваем. Да.
Угу. Всю стопу широко в одну сторону и в другую. Угу. Очень аккуратно. Расслабленная ножка у нас, да. Молодцы, похлопали. Угу. Хорошо. Опустили ножку, молодцы. Еще у нас есть замечательное упражнение для массажа стоп. Это катание мячика. Возьмите мячик. Угу. И постараемся раскатывать его. Тихонечко нажимаем. Да, давай. Особенно вот свод стопы у нас. Вот здесь, да, Дарина, еще краешек стопу. Еще раскручиваем, да. Есть массажные мячики с небольшими пупырышками, скажем так. Их тоже очень хорошо раскатывается. Они, кроме того, что массируют свод стопы, они еще нажимают на точки, которые иннервированы с разными органами нашего тела, с внутренними. Молодцы. Убираем пока мячик в сторону. Да, у нас еще, возьмите, пожалуйста, его в ручки. У нас есть еще одно замечательное упражнение из этой серии с мячиками. Мы ставим ножку так же, как на коленочку. И простукиваем всю ножку до колена. Угу. Простукиваем. И стопу можно тоже простучать. Да, мячиком. Хорошо. Теперь опустили ножку. И простукиваем сзади тоже эту ножку. Молодцы. Поменяли ножки. Вот, простукиваем всю ножку. Расслабленным не вбиваем, а расслабленной кистью. Расслаблен. Дарин, поменяй ручку, наверное. Ань, да, поменяй руку. Тебе так будет удобно. Вот здесь, смотри. Вот здесь. Да. И опускаем ножку. Сзади простукиваем. София, подними носик. Вот, другой рукой, наверное, возьми. Тебе будет удобнее, не? София. Ага. Еще. Молодцы. Молодцы. Хорошо. Пока положили мячик. Угу. Следующее упражнение у нас есть, которое очень хорошо развивает и артикуляцию, и стопы, очень важный момент для танцора, и просто укрепляет нашу стопу. Это упражнение с полотенчиком. Мы стелим полотенчик, держи, Дарин, расстели его. Угу. Вот. И теперь стараемся пальчиками собрать, поставить. Можно две ножки поставить, да. Стараемся собрать все полотенечко к себе. Все к себе. Еще. Можно любую тряпочку собирать, можно футболочку, все, что есть у вас под руками. Молодцы. Теперь еще раз расправь. Замечательно. Теперь мы попробуем взять полотенечко и поднять его. Пальчиками взять и поднять. Еще взять. Хорошо. Еще другой ножкой взять и поднять. Тяни носочек обязательно. Да, вот. Еще пробуем. И поднимаем. Хорошо. Можно утяжелять полотенечко, привязав к нему какой-то грузик. Тогда это усложняется уже упражнение. Попробуй, Настя. Угу. Быстрее. И собираем полотенечко. Две ножки поставь. И собираем его к себе пальчиками. Вот еще. Хорошо. Давай. Все полотенечко собирай к себе. Угу. Все. Пробуй одной ножкой поднять. И подняла, взяла полотенечко и подняла еще. Тяни носочек, можно тяни сильнее. Вот. Вот таким кулачком. Молодец. И другой ножкой пробуем. Быстрее. Взяла,
Нажми на него. Вот, взяла и натяни еще носочек. Оп, держи, держи еще, возьми, возьми. Вот. Натяни носочек. Ничего, ты просто его распрямить надо. София, попробуй. Угу. Еще. Давай, собирай, 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 собирай. К себе, к себе, к себе. Замечательно. Полностью все к себе бери. Угу. Все полотенечко собирай к себе. Давай, 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 давай. Хорошо. И тоже пробуем поднять, натянуть носочек, да? И удерживать. Натяни, удерживай, удерживай. Вот, хорошо. Положила другой ножкой. Можно распрямить его, да. И натяни, держи, держи, держи. Молодец. Хорошо. У нас есть замечательное упражнение с нашими волшебными карандашиками. Что мы делаем? Берем один карандашик и зажимаем его пальчиками правой ноги. Зажимаем, зажимаем. Берем ножку, пальчики, кулачок. Тянем носочек. Да, берем второй карандашик и еще зажимаем другой ножкой. Пальчики тоже берем в кулачок. Помним, да? Молодцы. Теперь третий карандашик у нас. Зажимаем между стопами. Хорошо держим. Угу. Четвертый карандашик мы кладем под колено одно. И пятый карандашик кладем под колено другое. Зажимаем все. И сидим хотя бы 30 секунд. Если можно больше, значит больше. Так, Настенька, тебе неудобно? Нужно карандашики прямо так краешку взять. Раз, два. И еще сюда. Два. Молодец. Тянем сильно. Кулачки зажимай, как будто кулачком держим. Молодец. И вот здесь мы нажимаем коленочками так, чтобы карандашики мы не могли вытянуть, чтобы нам было трудно вытягивать. Ничего, ничего, держим, держим. Еще раз. Держи. Сейчас мы общую картинку снимем. Держи. Раз, натяни сильно. Убери ручки. Спинка ровная. Опс. Падает у нас, да? Ну, ничего страшного. Давай. Раз, натяни. Зажми. Держи. Сильно вот здесь зажми. Вот такая вот у нас картинка. Спинка ровная. Тянем носочки. Молодцы. Это упражнение очень хорошо дисциплинирует стопу. Особенно для танцоров хорошо, да? Теперь опускаем карандашики. Встаем. Угу. Встаем, встаем, да. И теперь мы можем кладем на пол. Берем карандашики стопой, да, пальчиками. Нет, кладем их на пол, Настенька, около себя, разложи их около себя. Да. Берем пальчиками и складываем их в коробочку. Не, ножкой, ножкой, Дарина, покажи. Берем раз и пробуем положить в коробочку. Молодцы. Не, подожди, коробочку мы потом принесем тебе. Настенька, подожди, положи просто, повернись сюда, вот так. Все, пусть лежат здесь. Ага. И пробуем положить обратно, да? Все, достаточно. Точно так же можно собирать различные мелкие предметы. Это очень полезно для пальчиков, для стопы, для деток, для ощущения и для укрепления. Можно брать просто пустые пробки, вернее, от пластиковых бутылок. Можно брать маленькие мячики, любые мелкие предметы. Точно так же их можно пальчиками брать и складывать куда-то в отдельную, да, сторону, либо в коробочку. Приготовились. Ходьба на носочках, на полупальчиках. Шагаем. Стараемся опустить пяточки как можно ниже, чтобы все потянулось у нас, да? Еще поднимаемся наверх. Раз, выше ножки. И опускаемся, пяточки вместе, Настя, возьми. Два. И поднимаемся еще раз. Выше, 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 выше. Опускаемся. Два. Еще делаем.
Коленочки вытягиваем, опускаемся как можно ниже. Своды улучшают рессорные свойства стопы, уменьшая толчки при передвижении тела. У ребенка своды начинают формироваться тогда, когда он начинает ходить. Наша стопа – это рессора, это смягчение ударов при ходьбе, при беге, при прыжках. Мы иногда даже не подозреваем о том, насколько серьезна связь между нашим здоровьем и состоянием стоп. Здоровая стопа имеет арочное строение и работает как рессора, смягчая на 70% ударную нагрузку на ноги при ходьбе и беге. От того, насколько хорошо стопа выполняет эту функцию, зависит здоровье суставов ног, позвоночника и всего организма. Две стопы вместе обеспечивают площадь опоры и удерживают в вертикальном положении все тело. Стопа сглаживает ударные нагрузки на суставы и выполняет функцию подъемного механизма, который толкает тело во время движения. На протяжении миллионов лет эволюции стопа человека перестроилась к неровностям естественного грунта, к траве, камням, песку и вообще к почве. Очень хорошее упражнение для профилактики вальгусной косточки, чтобы не увеличивалась косточка на большом пальчике. Да? Мы берем в кулачок большой палец стопы и аккуратненько поворачиваем его в одну и в другую сторону. Угу. И в другую сторону, да, пробуем. Угу, молодцы. Расслабленная ножка. Девчонки, тоже пробуем. Большим пальчиком берем, очень аккуратненько, тихонечко. Меняем ногу. Большой палец, да, берем и аккуратненько на расслабленной стопе, на расслабленных пальчиках. И аккуратненько его раскручиваем. Угу. Угу. Хорошо, положи, пожалуйста, ножки. Теперь мы пробуем растопырить пальчики и собрать их в кулачок. Вытяни ножки вперед, так вот, да, на пяточки. Растопырили пальчики, собрали в кулачок. Еще растопырили, собрали в кулачок. Еще 8 раз делаем. Растопырили сильно пальчики, собрали, держим. Девчонки, делаем. Растопырили, собрали. Хорошо, положи, пожалуйста, вот так ножки. Еще очень хорошее упражнение, опять-таки, для больших пальчиков. Это растягивание резиночки между пальчиками. То есть на один, на другой палец одевается резиночка, и мы пытаемся его растянуть. Угу. Мы закрепляем резиночку между пальчиками. Положи стопу и растягиваем. На пол положи ножку, да, и растягиваем еще. Вот, можем пяточки ближе поставить и растягивать еще. Еще и свели. Растянули, подержали несколько секунд и свели снова. Еще разочек. Хорошо. И свели. Убираем резиночку. Угу. Очень хорошо. У нас есть еще для ног такой массажик. Мы можем его делать сами. Мы берем и пальчиками рук массируем, да, прям нажимаем на косточки каждого пальчика и сбрасываем. И сбрасываем каждый пальчик. И сбрасываем. Может, с другой стороны стопы берем. Да. И вниз сбрасываем. Да. Очень хорошо прожимаем. Чувствуем все бугорки. Вот, молодцы. И на другой ножке тоже делаем. Еще.
Второй пальчик не пропускаем. Хорошо, молодцы. Пряменько смотрим, молодцы. Поднимаемся, стоим наверху. Раз. Легонько опускаемся. Два расслабленные. Еще раз. Коленочки. Опускаемся. Два. И поднимаемся. Раз. Носиком, носиком, носиком держимся. Опускаемся. Два. И еще разочек. Раз. Выше, 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 выше. Молодцы. Опускаемся. Легонько опускаемся. На пяточки встаем. Носки также поднимаем. Раз. Два. Молодцы. Теперь на одну ножку, на подушечку встали. Да. И давим вперед пяточкой. Давим вперед коленочку, тянем. Хорошо. Поменяли ногу. И давим вперед. Настя, вперед ногу. Не в сторону, а вперед колено. Настюш, к окошку колено разверни. Вот. Еще поменяли. Настенька, ровненько. Давим, давим пяточкой вперед. Еще, еще, еще. Хорошо. Опустили. Еще раз. Сильнее. Колено вперед, Настенька. Вперед. Вот, вот, вот. Давим. Пяточкой вперед давим. Хорошо, молодцы. Подвернули пальчики. Поднялись на обе ножки. Выше попой. Выше, Настюша. И подняли левую ножку. Раз. На ладошки, Дарина, встань. Вот, опора. Выше коленочку к себе. Выше. Сели на пяточки. Сели на пяточки. Пяточки держим вместе сзади. Ручки впереди. Поднимаем. Нет, пятки вместе. Садимся на них. Ручки на пол. Поднимаем коленочки. И сидим на пяточках. Раз. И сидим вот так на пяточках. Пятки вместе. Молодцы. Сидим. Угу, пятки вместе. Настенька, держим. Держим. Пяточки вместе. Хорошо. Вот. Попой можно давить на пяточки. Еще. Угу. Что такое плоскостопие? У детей либо взрослых это патологическое состояние, при котором вся подошва одной или обеих ног касается земли в положении стоя. Обычно внутренняя часть стопы, так называемый свод, немного приподнята над землей. При симптомах плоскостопия у взрослых, подростков либо детей практически нет свода или щели между кожей и полом. Плоскостопие влияет на осанку, может вызвать проблемы с лодыжками, с коленями. Плоскостопие не в состоянии погасить нагрузку, возникающую при каждом шаге. Ударная волна распространяется от пяток до шейного отдела позвоночника. Это приводит к болевым ощущениям, к деформациям и болям в суставах ног и позвоночнике. Может привести к радикулиту и способствует развитию варикозной болезни вен. Различают продольное и поперечное плоскостопие, но чаще всего речь идет о различных комбинациях утолщения свода стопы. Плоскостопие – это медицинский диагноз. И еще один очень важный момент – диагностику и лечение стопы может делать только врач-ортопед. Даже просто обычное, как мы иногда ошибочно думаем, что покупка обуви со стелькой, с ортопедической, это полезно. Это не всегда так, и часто это просто выброшенные деньги. Выписывать рецепт и изготавливать стельку должны только специалисты и по размеру, по конструкции определенной стопы. Это очень важно знать для того, чтобы не нанести вред ребенку. Очень часто видим детей в ортопедических стельках, которые суют во всевозможные ботинки, в летнюю обувь, в зимнюю, куда попало. Поэтому очень внимательно. Этим должен заниматься непосредственно врач. А наша задача – укреплять свод стопы ребенка, который приходит к нам на занятия. Сейчас с наступлением лета очень важно давать детям больше свободы передвижения, давать им возможность больше чувствовать различные поверхности. Той же травки, очень хорошо бегать босиком по песку, утром дать им возможность побегать по росе. Пусть они лазят по детской площадке на разных ступеньках, на разных возвышенностях. И профилактика
это всегда лучше, чем лечение.